есть всеядение, сыроедство, веганство, вегетарианство. Вот, будет много побочных звуков, я на улице, поэтому имейте в виду, собаки будут лаять, куры кудахтать, люди разговаривать. Вот, смотрите, хочу коротко дать обзор в этом эфире о том вообще, для чего вот эти все режимы питания придуманы, почему кто-то больше хочет увлекаться какими-то, так скажем, разнообразными вариантами приготовления мясных блюд, кто-то хочет больше увлекаться разнообразными вариантами употребления в пищу сырых продуктов, необработанных, кто-то больше хочет работать по теме молочных продуктов и так далее, и так далее. То есть очень-очень-очень много происходит, ну, вот таких сейчас, так скажем, движений, веяний, направлений. Как в этом всем разобраться? Зачем вообще столько этого всего придумано, когда человек может есть абсолютно все и при этом, ну, как бы существовать, развиваться и как бы эволюционировать дальше, продвигаться по жизни и так далее. Так вот, режим питания, то есть человек исходно он всеяден, то есть может есть все, что хочет, все, что может, и это он сейчас делает. Этим активно пользуется абсолютно вся индустрия, то есть, так скажем, пихают в продукты питания все, что угодно. В арахисовую вафлю все могут положить, кроме арахиса. И человек это съест, переварит, обработает. Вот. Каким же образом, то есть режим питания может повлиять на все сферы здоровья, и в том числе физическое, химическое, эмоциональное и энергетическое здоровье. Вот. Давайте так, начнем со всеядения. То есть человек, опять же, всеяден, он ест все. Основные продукты питания можно разделить на две огромные группы. Это животного происхождения и неживотного происхождения. То есть животного происхождения продукты это мясные, то есть все варианты. Это крупнорогатый скот, птица, рыба, кузнечики, ящерицы и так далее. То есть все эти животные, насекомые и так далее, то есть все животного царства, они все имеют, так скажем, возможность быть съеденными человеком. Вот. И от этого как бы формируется определенная каста людей, которые любят это все есть, употребляют это в пищу, тем самым получают определенную энергию. Вот. Есть также люди, которые в большей степени как бы употребляют и едят продукты животного происхождения, также молочные продукты, то есть опять же молоко, пусть это будет коровье, то есть кроме птичьего, это все продукты животного происхождения. Эти все продукты, они также обрабатываются в животном и как бы позиционируются как продукты животного происхождения: сыры, молоко, молочка, вся кисломолочка и так далее. Вот. И да, вот здесь вот пунктик всегда: рыба тоже мясо, потому что многие считают, что когда им говоришь, вам желательно какой-то промежуток времени не есть мясо, а рыбу можно. Нет, как бы рыба это тоже животное. Вот. И все остальные продукты, грубо говоря, не животного происхождения. То есть из животного это все мясные и, соответственно, все молочные продукты. Из неживотного это уже, все, что в голову сейчас придет, это крупы, злаки, овощи, фрукты, орехи. Вот. Что еще, там в пунктиках напишите в комментариях, вдруг что-то пропустил. Вот это все продукты как раз-таки неживотного происхождения. Все их можно употреблять. Так вот, что касается именно здоровья физического, химического, эмоционального, энергетического, сейчас по этим 4 пунктам буду проходиться и рассказывать, как у меня в практике и каким образом вообще происходит как раз-таки работа у каждого из режимов питания. То есть зачем в том или ином режиме питания используется ресурс из того или иного раздела здоровья, и как это может помочь вам развиваться, эволюционировать, либо наоборот подавить ваш процесс роста, так скажем, эволюционного. Вообще, как выясняется, в принципе, человек достаточно длительное время может обходиться без еды, а также без воды. Если это все структурировать, то поехали со всеядения и по сферам: физическое здоровье, химическое здоровье, эмоционально-энергетическое. То есть человек, который ест достаточно много продуктов и мясных, и не мясных, также и животного, и неживотного происхождения. Вот. И есть такие продукты, которые, в принципе, касаются, так скажем,
пограничном состоянии, то есть это вот молоко до сих пор в споре, да, то есть оно вообще чье, и вообще как бы оно переработанное полностью, оно имеет ли там вообще остатки животного чего-то, либо не имеет, используют. То есть не поймут, это все-таки там есть переработка животного происхождения, либо нет. Ну, опять же, об этом косвенно чуть поговорю. Так вот, физическое здоровье. Что касается всеядения, да, то есть это, опять же, кто мясо ест. Мясо само по себе достаточно тяжелый продукт, это самый тяжелый продукт, который, в принципе, переваривается в нашем организме. Если брать про, так скажем, пунктики энергии, то переваривание именно мясного вообще происхождения любого продукта забирает у тебя больше энергии, чем дает. То есть в итоге в выхлопе КПД работы организма, то есть чтобы переработать мясо как таковое, организм потратит больше энергии, чем непосредственно этот кусок мяса тебе даст. Это, по сути, можно сказать и в докмеде, и не в докмеде. Просто вспомните себя, когда объелся мясо. То есть это достаточно тяжело. То есть достаточно ощущать себя несколько даже часов порой, очень трудно себя в адекватном состоянии в плане именно какого-то подъема энергетического. Если человек долгое время не ел, то очень часто бывает так, что наевшись каких-то тяжелых продуктов, в основном накидываются на мясо, допустим, происходит заворот кишок, там, то есть тяжело происходит процесс обработки, но этот продукт достаточно огромное имеет количество, если брать по нутрицептикам и макронутриентам, белка. То есть, опять же, стройматериала там очень много. И все равно, если человек только питается одним лишь мясом, он энергию не получает. По-любому параллельно какие-то овощи, фрукты ест, какие-то злаковые потребляет, тем самым, так скажем, углеводами добирает этот свой энергоресурс и восполняет его затраченный на это энергию, то есть на переваривание этого мясного продукта. То есть, опять же, энергия с мяса больше не идет, стройматериал оттуда идет, огромный белковый стройматериал. Но, и опять же, отходов от этого стройматериала тоже много. Вот. По физическому здоровью это бьет как? По внутрянке бьет достаточно сильно. То есть проблемы с ЖКТ, проблемы с именно железами, то есть перевариванием, то есть поджелудка, печень и так далее. Вот. Что касается еще физического здоровья, так как отходов много, сразу начинают подключаться дополнительные органы выделения, то есть кроме кишечника. То есть активно у женщин, допустим, начинает подключаться матка. То есть у них каким-то образом, бывает зачастую, формируются те же самые эндометриозы, либо избыточные кровотечения. У мужчин чаще всего в избытке начинает включаться простата в работу. То есть, так скажем, специфические половые органы начинают работать для того, чтобы выделить эти все продукты. Далее, еще один большой, огромный выделительный продукт, то есть орган выделения, это кожа. То есть зачастую, если избыток, опять же, кожных мясных продуктов, то есть на коже начинает появляться определенные сыпи, высыпания, покраснения. Такие заболевания также, то есть страдания, я не знаю, как это правильно назвать, но состояния, как экземы, псориазы, различные нейродермиты. Это также может быть как бы побочным эффектом избытка потребления мясных продуктов. Вот. Из больших плюсов, опять же, это стройматериал. Но опять же, если в балансе очень четко распределять мясные продукты, то достаточно отлично человек себя чувствует. Спортсмены, то есть именно силового происхождения, которые работают не больше на выносливость, а на силу, то есть они очень больших результатов добиваются в этом всем. Вот. По физическому здоровью это так сработает, основные пункты. По химическому здоровью примерно рассказал. То есть основные побочные, так скажем, продукты переваривания белка, это вот фенол, кризол, скотол, индол, они все, если постоянно человек в травле находится, то есть не успевают органы допереварить недопереваренные продукты, а мясо, опять же, продукт тяжелый, не успевает, если все это обработать, то происходит постоянное загрязнение организма. Печенка страдает, химздоровье просаживается, гормоналка от этого страдает, гормональное здоровье просаживается, ну и иммунная система вместе с психикой также реагирует на это все. Вот. То есть химздоровье можно отследить по просто даже, грубо говоря, сходить в лабораторию, печеночные показатели сдать. То есть, но, опять же, на ощущениях это ловится совсем иначе. То есть, если ты чувствуешь себя разбитым, усталым, очень заторможенным в работе и постоянно, то есть, сделаешь какие-то импульсовые работы буквально на час-два, и ты устаешь, то это уже как бы страдает твое химздоровье. Вот. Из
плюсов, опять же, химического происхождения здоровья, это, опять же, большой стройматериал. Ну вот, это основной большой плюс. По психическому здоровью уже коротко затронул. То есть, если недоперевариваются продукты, химздоровье начинает брать ресурсы у психологического здоровья. Человек, чтобы реализовать его, так скажем, химия тела, чтобы активно работала и все выводились продукты ненужные из тела, то есть психическое здоровье может немножко просесть. Чаще всего так и происходит. Становишься больше вялым, апатичным, кто-то уходит в гиперкоррекцию какую-то, он начинает быть раздражительным и так далее. Вот. Что касается энергоздоровья, то, в принципе, тут на тонком уровне можно так распределить, что потребляя, так скажем, чьи-то другие жизни, и если уж совсем такими религиозными словами, не предназначенные для того, чтобы их есть, вот, это во многих религиях прослеживается, никому ничего не навязываю, то как бы питаясь душами, грубо говоря, телами, в которых были помещены души и могли развиваться дальше, не предназначенные для этого существа, то есть если, допустим, съесть ту же корову, заранее не сказав о том, что она будет умерщвлена и она рождена для этого, то человек начинает как бы впитывать в себя вот эту вот грусть и тоску умерших животных. Допустим, очень много вот разговоров про то, как на фермах животные, да, там погибают, как им грустно и страшно там, и как бы впитывая в себя вот эти все страдания через мясо этих животных, человек энергетически сильно просаживается. Но опять же, во многих народах как раз таки есть огромные большие ритуалы, да, вот этих жертвоприношений, для чего создано это животное. То есть, грубо говоря, раньше, да, там дождю поклонялись, это все делали. То есть, если достаточно много людей, много намерения этому, так скажем, животному внесут и дадут ему понять, для чего они это делают, что это все во благо ради эволюции всего живого на Земле, то есть, что умерщвление этого, так скажем, мяса происходит для развития вообще всего в принципе мира, не только человечества, но и животничества и всего остального, то энергетически они сильно себя наполняют. То есть это достаточно тонкий план, процедура, в этом вера очень большую роль играет. Это что касается именно мясных продуктов. Вот, поэтому многие, понимая это, живя в современном мире, и понимая, что очень много, так скажем, мясных продуктов имеет происхождение не целевого назначения, а просто реализации какой-то коммерческой цели, переходят на другой режим питания, вегетарианство. То есть вегетарианство может использоваться, ну, не может использоваться, а зачастую к нему приходят, так скажем, ровно для того, потому что, первое, они не хотят делать вред животным. То есть это чисто из моральных побуждений. То есть я никого не ем, они говорят. То есть тот, кто никого не ест, тот как раз-таки считает, что он не хочет так себя вести. Ну, то есть как убийца, как все остальные, которые не понимают этого. Ну, вот такой первый этап эволюционного развития. Второй момент, который происходит, это немножко называется он, сейчас правильно скажу, второй называется этап первый, моральный. Давайте вспоминайте мне, кто в чате подскажет, быстренько сейчас сразу отвечу. Второй популяризованный, то есть навязанный, еле вспомнил. То есть навязанный. Когда кто-то делает это все ради чего-то и почему-то, когда кто-то это все делает, это ровно для того, чтобы сделать, как будто они все это понимают, как будто все это они-то делают. Как будто ради того, чтобы подражать кому-то, как будто ради того, чтобы делать мнимые блага. Но, опять же, этих людей легко, так скажем, выкупить. Они через 2 недельки обычно отказываются этого. Ну, есть такая даже песня в касты. То есть ты называл себя сыроедом и веганом, а теперь говоришь, что тащи сюда барана, да? Ну, вот из этой серии. Как раз-таки, если человек осознанно не подходит к режиму питания без мясного, то есть ему тяжело дальше развиться и эволюционировать. Почему? Потому что именно поэтому люди
ну, как бы должны понимать, осознавать, что им все это нужно действительно им, а не ради кого-то и для чего-то. А кто-то приходит это через здоровье, то есть проблемы с физическим здоровьем начинают повреждать, так скажем, их системы, и, допустим, отказавшись от режима питания всеядения, человек понимает, что так ему проще, лучше, так он развивается лучше. А вторым этапом происходит то, что человек, если понимает, что он не может навредить, то есть животным и другим живым существам, то есть к этому приходит таким образом и всесильно, короче, верит в то, что как бы не надо им вредить, то есть это тоже осознанный вариант перехода в режим питания сыроедения, вегетарианства. То есть таким образом человек просто-напросто привлекает к себе таких людей, они начинают ему рассказывать, как питаться, ну, то есть без мясным режимом питания, что это не так уж и вредно, что можно получать, то есть нутриенты и продукты питания без использования мясных продуктов, и так он и развивается, то есть и понимает, что так ему проще и удобнее. Но если вдруг он понимает, что все-таки как бы ему нужен еще определенный этап жизни прожить, то есть несколько несколько лет еще, так скажем, мясно попытаться, и потом как бы осознанно до этого дойти, он это делает. Они возвращаются обычно, то есть уходят опять во всеедение, а потом там через несколько лет приходят к режиму вегетарианского питания. Вот. Далее. По физическому здоровью, как это? То есть человек резко начинает физически, то есть терять вес, потому что мясо достаточно задерживает воду очень много, и человек начинает либо надуваться, либо отекать, и избыточно, так скажем, если он избыточно ел мясо, отеки, они сдерживают как раз-таки вот этот химическую атаку на тело, и в итоге они выводятся достаточно быстро. То есть человека легко увидеть, когда он как бы отказался от мяса. То есть они резко начинают просто сбрасывать, худеть. То есть буквально за 2-3 недели, вплоть до 10 килограмм. Но зачастую начинают какие-то компенсации происходить. Люди начинают больше хотеть каких-то похожих вкусов на мясо. Допустим, больше всего в мясе имеется сладкий и соленый вкус. То есть зачастую людей тянет на какие-либо солености, либо они начинают испытывать больше желания есть другую сладкую белковую продукцию, типа злаковых, то есть на хлеб налегают, либо на молоко, либо на специи, потому что мясо, имеет разнообразные вкусовые качества. И эта компенсация перестраивает полностью химическое здоровье тела. То есть химия тела начинает тоже меняться. То есть также человек начинает высыпать. То есть он может высыпать теперь не от того, что он избыточно загрязнен, а от того, что у него происходит как раз-таки гормонально-химическая перестройка в теле. И какие-то изменения в иммунной системе проседают, где-то какие-то происходят бактериально-вирусные, то есть перестройки. Это происходят какие-то другие настройки в теле, и это обычно до 40 дней, то есть 30-40 дней человек перестраивается. И эти все перестройки 30-40-дневные, они работают на то, чтобы настроить тебя к этому всему. Поэтому если вдруг вы взялись безместно, допустим, питаться, решили только на молочке, на вареных продуктах и на сырых продуктах питаться, тогда ждите 40 дней, грубо говоря. 40 дней пройдет, и тело должно перестроиться. Если за эти 40 дней вы спрыгиваете, откатываетесь назад, то, возможно, еще организм не готов к этому. Подготовьте его. По психическому здоровью как это влияет? То есть зачастую происходят какие-то первичные, опять же, раздражительные компоненты. Тут больше раздражения. Именно в вегетарианстве первое время. Почему? Потому что, опять же, психическое здоровье должно все это отработать. Зачастую, когда человек на интоксикации, то есть мясном, сильно подавлен, то есть если избыток мяса в организме присутствует, без рационального его расходования, то проседает немножко общее состояние, а на вегетарианстве оно, наоборот, начинает избыточно работать, потому что ресурс появляется, и человек, не привыкший просто реагировать на все так, как он раньше на это реагировал, начинает на это достаточно резко реагировать. Это во-первых. Во-вторых, запахи резко обостряются, то есть все начинает вонять вокруг у них, то есть зачем ты этим шампунем голову помыл, эти духи напрочь выкини, если это человек, который ездит в общественном транспорте, его может стошнить. Почему? Потому что резко обостряется эта работа психического ресурса, и на это тоже нужно время перестройка. Далее,
энергоздоровья. То есть человек начинает избыточно наполняться. Но опять же, если исходно достаточно сильное загрязнение во всех его было сферах, по всем тонким слоям. Кстати, если про тонкие слои и очищение, то есть медитация, по-моему, в этом углу, либо в этом углу сейчас в подсказках вам выйдет. То есть можете немножко поработать со своими тонкими телами. Там происходит немножко попущение, так как избытка, так скажем, грубой пищи, жертвенной, которая не для этого была придумана, немножко пришло, и от этого начинает происходить как бы наполнение энергии твоих каких-то недоделанных окон. Эти окна начинают заполняться, человек чаще всего энергетически активный становится. То есть спать охота меньше, просыпается средь ночи не для того, чтобы пойти в холодильник и колбасы нажрать, а завтра сказать, что я вегетарианец, а ровно потому, что он выспался. То есть и эти люди могут просыпаться, опять же, в определенные периоды активности какого-либо органа. То есть это, либо обычно это просыпы в 3 часа ночи, это активность легкого, либо в 5 утра. В 5 утра толстая кишка просыпается. Если человек в переходе на режим вегетарианства четко в 5 утра начинает просыпаться, это уже звонки о том, что надо опустошать кишечник. То есть цикл возобновился. Вот. Это, в принципе, вот про вегетарианство. Теперь, следующий, так скажем, режим питания, который возможен, это веганство. То есть веганы или веганы, то есть смотря куда ударение ставить, кому как удобно, честно сказать, как щавель и щавель. Это люди, которые не используют в продукты питания именно животного происхождения продукцию, то есть не мясо и не молочка. Вот здесь с медом вопрос возникает. Зачастую все-таки, опять же, кто это сделал? Это сделали животные. Пчелы, это же насекомые, в конце концов. И они его, получается, обработали, с растений собрали, но через свои ферментативные системы пропустили. Опять же, свои ферментативные системы, они все это перестроили, зачастую там присутствуют и бактерии, и какие-либо даже простейшие, то есть они все его доработали. И так или иначе попадается все это тебе в питание. Поэтому как бы решать вам, как хотите. Если вам очень хорошо от меда, то ешьте, продолжайте его. Главное, чтобы ваша же совесть вас не угрызала от того, что вот, блин, я веган, а я ем мед, а мне нельзя. То есть либо ешь, либо не ешь, успокойся, да. Вот. Так, что еще хотел сказать насчет как раз-таки от таких моментов, что все-таки коровы достаточно мощные хищники. Просто я про бактерии сказал. Они с травы насекомых и бактерий съедают больше, по-моему, чем волк там за весь сезон мяса наедает. Почему? Потому что у них также есть желудок, да, вы знаете, ну, кто знает, кто не знает, что состоит из 3 там книжка, сычук и еще какой-то отдел, что-то сейчас быстро не вспомню. Как раз таки в книжке там очень много слоев вот этих вот переслоев слизистой. Там как раз-таки застревает вся трава и начинает бродить. Почему бродить? Потому что там куча-куча бактерий. И по сути оно все это бродит, очень много этих бактерий выделяют и отмирают свои какие-то продукты обмена, и корова, в конце концов, грубо говоря, она поедает эти бактерии и выдает достаточно жирное молоко. Откуда в траве жир? Да ниоткуда. То есть авокадо, масло выдавливают, там 1500 авокадо, чтобы получить какой-то небольшой литр масла. А тут с травы, она из сена сухого получает жир. Откуда? Да из бактерий. То есть бактерии жирность дают в молоке. И так крутая корова, которая большую жирность дает в молоке, потому что у нее куча-куча этих бактерий. Вот она откуда крутая, а не потому что она траву хорошую покушала. То есть чем больше клетчатки в этой траве, тем больше приходится бактериям дорабатывать, допереваривать эту траву, тем круче и жирнее молоко. Вот откуда эта жирность. Далее, веганство. То есть, опять же, не молоко и не мясо никакое. Эти люди осознанно подходят, в принципе, к уже не больше к моральному, то есть своему слою, то есть они уже животных в принципе не повреждают, то есть едя молоко, допустим, настоящее молоко, да, я не говорю про белую воду, которую во многих пакетах суют, а именно настоящее молоко, не с целью именно то, что они крадут еду телят, да, это редко, а больше с целью как раз-таки улучшить свое химическое состояние организма в первую очередь. То есть люди, которые не едят молоко едят, а не пьют чаще всего, то есть потому что это еда, жирная же. Люди, которые не едят молоко и молочные продукты, они химически себя улучшают.
Почему? Потому что система уже их перестраивается на то, что для них, если они мясо не едят, а едят молоко, очень тяжелый продукт молочный. То есть, выпив стакан молока, либо съев кусочек сыра, они вспоминают, как будто они наелись мяса. То есть, внешне выглядят они совсем иначе. Но химнагрузка за счет того, что она уже давно не переваривала тяжелой пищи, начинает напрягаться от такой тяжелой пищи. Вот и все. То есть, как, так скажем, тренировка уже мясными продуктами окончена, теперь от молока не страдают. И отказываясь от молока, они обалденно начинают себя чувствовать. То есть они чувствуют очень большое ощущение именно прилива сил. И эти люди, честно сказать, еще меньше спать начинают хотеть. Энергетически полны, заряжены, адекватные, целеустремленные. Но они должны быть к этому готовы. То есть если брать по стихиям в теле, то как раз-таки у нас есть основные 4 стихии, да, это земля, вода, огонь и ветер. А также еще 5-е — это эфир, то есть это пространство, это информация. И как раз таки, когда тяжелая пища перестает в теле быть, очень много возникает пустот. То есть слизи меньше, приземистости меньше, зато ветра много. Люди веганы и сыроеды, позже про это расскажу, очень мыслительно активные становятся. И вплоть до навязчивости и избыточной подачи информации. То есть люди, которые именно в веганство переходят, и зачастую, если это неосознанно происходит, то есть они не готовы к этому, они делают это по навязчивости, по еще чему-нибудь. То есть не со своей целью пришли, там, подругу посоветовала, друг сказал, либо еще с какими-то другими, то есть не с собственных побуждений, не со здравого смысла подач, то они начинают, грубо говоря, фанатичными становиться. То есть они начинают навязывать тебе свою точку зрения, они заставляют тебя быть веганом, говорят, как ты ешь это молоко, терпеть его не могу, хотя сами, скармливались молоком матери. Это все имеет значение, то есть не забывайте, да, что как бы это обосновано даже за счет просто пустот. Это не человек с ума сошел, у него просто слишком большой мыслительный процесс происходит, и его надо ловить. За счет того, что раньше слизи было в теле много, организм ресурс свой тратил на допереваривание недопереваренных продуктов, теперь допереваривать нечего практически. В теле все из растений быстро выносится из тела, то есть 2, максимум 3 часа еда задерживается в организме, а потом начинает пустовать. И ветер активно в теле начинает суетиться. Ветер двигает в теле все. Это еду двигает, кровь двигает, лимфу двигает, мысли двигает, все двигает, волоски в теле даже ветер двигает. И вот этот ветер избыток. И человек, который не загружен мыслительно, особенно если он вообще, в принципе, умственно не отягощен, грубо говоря, гнать начинает. Есть очень много таких примеров у меня в практике, когда они начинают, фанатеть чересчур. И стоит им только лишь переесть немножко, как он превращается в абсолютно другого человека. Он оседает, он просаживается. Вот. Это минус, так скажем, такой, да, побочка мелкая. Но если ты готов к этому, ты пройдешь к этому достаточно адекватно, и этот мыслительный процесс направишь на реализацию каких-то своих проектов, незавершенных дел, то есть своих чувств в работе, в семье и так далее. Вот. Плюс по физическому телу выносливость невероятная. Я не говорю про силовую выносливость, но про, допустим, если брать из спорта циклическую выносливость, это бег, велосипед, даже бойцовские какие-то искусства, где достаточно много нужно использовать своих сил, таких статических. Допустим, это борьба. Вот там очень много, если ты в свою весовую категорию попадаешь, очень ты вынослив становишься, очень мало устаешь. За 2-3 дыхания ты раздыхиваешься, то есть сразу восстанавливаешь свое дыхание. Почему? Опять же, потому что ресурсов в теле куча, ветра очень много. Тебя прям раз-два ты подышал, и все, ты отдохнул. Эти люди очень мало достаточно потеют. То есть, если они адекватно пьют, они с каждым глотком сразу все выпотевают. То есть, тело чистое, лимфа отлично работает. Что касается химического здоровья, то есть гормоналка зачастую у всех настолько ровно выравнивается. Опять же, если это ты не вчера стал веганом, то есть это нужно достаточно длительное время, несколько месяцев даже может произойти. И как раз-таки гормоналка выстраивается очень хорошо, и тем самым люди начинают, грубо говоря, цикл месячный возвращается у женщин, а у мужчин перестают быть какие-то проблемы, чаще всего распространенные гормональные с либидо, с потенцией, и, допустим, какие-то гормональные
заболевания, такие как проблемы с щитовидной железой, либо с гипофизом, гормонозависимые опухоли, очень часто на этом питании уходят. Очень много аутоиммунных процессов теряется на фоне осознанного подхода к растительному питанию. Допустим, это те же аутоиммунные тиреоидиты, витилиго, многие кожные аутоиммунные процессы, там, системная красная волчанка. То есть в моей практике примеров очень много. Таких неизлечимых, в кавычках, да, заболеваний. Рак лечится веганством, даже многие, ну, как бы на моем примере, от опухоли избавлялись. Вот, поэтому имейте это в виду. Вот. Что касается психического здоровья, вот косвенную побочку все-таки я назвал. То есть слишком много мыслей, и человек, не готовый к этому, может частично, грубо говоря, сойти с ума. Он не станет одержимым, но как бы лекарство ему это дать поесть. То есть просто дайте ему тяжелой пищи, дайте ему бобов там побольше, черных особенно, либо, не знаю, кусок сыра технично подсуньте, я шучу, не надо этого делать. И они сразу начинают как бы легче себя чувствовать в плане ментальном. Вот. Что касается энергоздоровья, энергия шпарит, и ее надо просто реализовывать. И опять же, если ты сразу стал, грубо говоря, веганом, ты можешь быть к этому не готовым, лопнуть что-нибудь может. Ты можешь просто-напросто заболеть очень глубоко и подумать, что веганство не твое. Это просто резкий переход. Если ты плавно переходишь к этому, энергии в вагон, девай ее куда хочешь. Вот. Так, давайте по чату вопросы. Так, про насекомые мед примерно ответил. Когда долго не ем мясо, начинаю хотеть булочек, хотя я их не люблю. Ну все, супер. Ну это просто-напросто вкусы человек ищет. Ищите вкусы, ешьте булочки. Чем меньше рафинадов в них, тем лучше. То есть, так и есть. Перестал есть мясо, перешел на хлеб. Все отлично. Ешьте цельнозерновой хлеб, берите просто пшеницу, в рот жуйте до жвачки, вся клейковина, весь глютен у вас потом вот здесь останется. И вы поймете, что это такое и как с этим быть. Так, сохраню эфир, да, конечно, так и будет. В летнее время не могу есть мясо и всю молочку. Да, отлично. Ну, это опять же, чаще всего огня в теле, когда много. Молоко, например, употребляю исключительно с чем-то, но не в одном виде, здоровье слабое все равно. Ну, ясное дело, то есть, значит, не в молоке дело, а в чем-то другом еще. То есть питание – это один из пунктов, которые нужно корректировать. Если это в привычку войдет, ты будешь получать от этого результат. А можно или нужно проекты завершить и ускорить на время стать веганом? Не знаю, навряд ли, потому что перестройка будет занимать достаточно долгое время. Вы лучше просто уберите консервированные продукты, перестаньте есть больше продуктов рафинированные, типа рафинированный сахар, рафинированное масло, рафинированный хлеб, это мука высшего сорта. Вот, тогда тело просто перестанет отвлекаться на переработку вот этих вот искусственных, так скажем, искусственного происхождения продуктов и начнет настраиваться на как бы другие нуждающиеся регионы. И энергия туда пойдет. То есть веганом, если резко вдруг стал, бабах, ну, если у тебя проект годичный, то да, становись на год веганом, будет лучше, в принципе. Вот, примерно так. Ваше мнение о яйцах? Ну что, хорошее дело, особенно у мужчин. Яйца, забыл сказать также, это, ну, по сути, кусок мяса. Животного мяса. И ну, просто он не родился. То есть яйца это животное. Все. То есть если ты съел мясо, яйцо, ты съел кусок мяса. Вот имей это в виду. Поэтому как бы где-то я даже слышал, что в принципе яйца это ну, месячные курей. Ну, куриные яйца это месячные курей. И вы питаетесь, кто и ест мясо, месячными курей. Ну, это так грубо, он отзывает вас от еды яиц. Но опять же, тяжелый продукт достаточно, поэтому хоть и легко усваиваемый белок, но он достаточно тяжелый в общем купе, то есть белок и желток. Белок это желток, да, как в том видео. Я их не ем и так, только масло. Все. Так что давайте дальше сыроедение. И сыроедение это процесс какой? Сыроедение – это процесс потребления продуктов только растительного происхождения продуктов, но термически не обработанных. Все. То есть они
тот же самый кабачок не варят, не парят, не жарят и никаким образом не подвергают его температурной обработке, чтобы не деструктурировать его исходное состояние. То есть, грубо говоря, чтобы клетки не полопались. И весь генетический материал этих растений, этих плодов, этих ягод, этих фруктов попадал в человека и так скажем, варивал его. Вот. И опять же, сыроедение – это не то, что человек много сыра ест или не ест в сыром виде мяса, да, это же шутки такие. Вот, поэтому имейте это в виду, кстати, кому круто шутка понравилась, лайк поставьте, будет мне очень приятно. Поэтому еще раз, сыроедение – не употребление в пищу ни животного происхождения продуктов и в то же время не термических обработанных продуктов. То есть, допустим, опять же, кабачок только в сыром виде, можно чуть подсушить. Орехи употребляются в пищу, но только, опять же, естественно высушенные. И так как этот процесс уже достаточно длительно, если человек проходит от съедения до сыроедения, то есть все консервированные продукты уходят из рациона, все химически обработанные, та же курага серая, которая обрабатывается, многие веганы это не едят. Но это все надо ловить на ощущениях себя. То есть съел ты что-то и понимаешь, оно тебе заходит или нет, потому что в разный период времени, в разный период года, в разный период дня даже, в течение дня суточный режим может так или иначе повлиять на твое ощущение того или иного продукта. То есть утром, допустим, тебе каша не заходит, зато вечером ты ешь ее очень хорошо. Вот. И таким образом к сыроедению приходят, так скажем, достаточно уже такие прям круто осознанные люди, которые так или иначе хотят улучшить свое и химическое здоровье, и энергетическое здоровье. Сынулька, беги за яблоками. Я сейчас закончу, подойду. Да, сейчас закончу, подойду. И когда уже человек приходит к сыроедению, там дальше есть еще много очень этапов. То есть это есть способность... Давай, подниму. Ага. Это есть способность человека уже употреблять в продукты только сырые продукты для того, чтобы не деструктурировать вообще никаким образом в пищу, то есть генетический материал самого растения. А следующие этапы, то есть после сыроедения, это питание опавшими листьями. То есть есть люди, которые в принципе не едят вообще, они настолько понимают, что они часть всего единого целого, что они даже не едят ничего из живого. Они понимают, что тот же арбуз, он бедняга, да, он может стать другими арбузами, и что человеку начинает становиться жалко уже растения. То есть это вот один из вариантов, почему становятся сыроедами. То есть они становятся больше... Только я не закончил, золотой. Они становятся больше сыроедами для того, что из моральных побуждений, вот, наконец-то сказал. Второй пункт становятся сыроедами, опять же, чаще всего из каких-то популярных проявлений, то есть стал сыроедом, все хорошо, осознанные там, и так далее, и так далее. Вот. Третий пункт, почему становятся сыроедами, еще ровно потому, что если осознанно к этому подойти, то они понимают люди, что если использовать не тяжелые продукты в режиме питания, а использовать их только легкие, то есть считается, если из двух вариантов брать сырые продукты и вареные продукты, что они не, то есть вареные более легче, а сырые более тяжелее, то все же получается, что сырые продукты, они получаются более энергонасыщеннее. То есть если человек ест, грубо говоря, вареный арбуз или ест он сырой арбуз, то вареный арбуз, он, конечно, будет менее энергозатратный для переработки. Но энергетически он намного будет мощнее и значимее. А если брать другие, допустим, продукты из этого строя, это высушенные продукты. То есть, в принципе, если брать уже таких вот прокачанных сыроедов, то есть у них происходит следующее. То есть прокачанный сыроед, они
прокачанные сыроеды, так, мысль потерял, они едят, грубо говоря, прямо вот с листочка, то есть они прям с ветки снимают. То есть потому что любая пища, которая уже не, так скажем, соединена с землей более чем 3 часа, она теряет свой энергетический заряд. То есть кто умеет смотреть ауру, в принципе, тот может посмотреть на ауру помидора, грубо говоря. Вот растет помидор, либо яблоко, ты сорвал его с ветки, через 3 часа ауры не будет, потому что этот плод умирает. И вот уже прокачанные энергосыроеды, они вот к этому уже и приходят. И они приходят именно к тому, что как бы энергия нужна вот такая живая и свежая. Но опять же, кто очень сильно морально, так скажем, себя отягощает, питаясь именно вот такими живыми, то есть частью природы своей, они уже отходят от питания и уже становятся малоедами, они едят очень мало. Потом уже не еды становятся, то есть и так далее. И вот кто-то потом уже в праноедение уходит, сидит в ящике и пьет только воду, кто-то и от воды отказывается, а кто-то потом в самадхи ушел далеко вверх и все, в этом мире не принадлежит себе. Так все-таки сыроеды, физическое здоровье, внешне выглядят как, вот сразу скажу, святые люди. Вот на иконах изображены аскеты-сыроеды практически. Вот они так выглядят. Глаза очень яркие, очень светлые, они как бы слезятся, как будто очень много энергии в них. Но при этом очень худые люди. Вот. Это физическое значение. То есть переносят они свое вот это вот ощущение, именно физическое, очень легко. Но кажется, что человек болеет, как будто у него там рак, как будто он высыхает. Но опять же, человек, у которого рак, он очень отягощен. То есть снаружи он выглядит очень больным. Сыроед же выглядит счастливым. То есть тот, кто болеет и очень худой, тот выглядит несчастливым. А сыроед, он худой и выглядит очень счастливым. Вот это вот вся разница. Это физический. Химический. Что происходит? То есть очень мало токсинов в теле остается, практически вообще никаких. То есть кожа у человека очень чистая. Да я не говорю про тех сыроедов, которые продолжают пить кофе, наседают на кальяны и пьют алкоголь. То есть как раз-таки у таких сыроедов все на коже вылазит, потому что тело чистое, любой токсин в тело попадает, опять же, за тем, что организм забыл, как их выводить, он тут же начинает подключать дополнительные органы выделения. То есть кожа, у женщин матка, у мужчин простата, то есть резко бьет по этим органам все это. И как бы выводится быстрее, но побочка ментальная резкая такая. Что еще? По физическому сказал, по химическому, по эмоциональному здоровью, опять же, избыточный заряд. То есть к этому надо быть готовым. Потому что если твоя, так скажем, физическая оболочка не готова столько энергии в себе держать, ты просто-напросто лопнешь. То есть у людей в чистом виде начинает ехать крыша зачастую. То есть у сыроедов, они, которые не умеют свои контролировать энергии, то есть у них едет крыша, и они зачастую, в кавычках, когда палятся, начинают рассказывать всем, что они видят другие энергии, что они разговаривают с чужими голосами, и частенько люди приходят к помощи психиатров. Есть и такие. Но опять же, кто осознанно подходит, таких проблем с ними не происходит. Энергетически эти люди светятся. В прямом смысле слова. Если они осознанно к этому подошли. Если неосознанные, то есть они к этому подходят, то явно видно здесь какой-то подвох. То есть, опять же, за чем-то популярным или просто быть в тренде, хотеть получить много энергии, но при этом быть не готовым к этому, то есть человек начинает просто-напросто болеть. Ну вот как-то так. То есть примерно об этих пунктах. Давайте коротко. Сияние. Что такое? Это ем, что хочу, когда хочу, зачем. Плюсы. То есть ты не запаришься вообще о том, что мне есть, когда мне есть, но в то же время минусы. Ты энергетически просаживаешься, эмоционально просаживаешься, химически отягощаешься, физически здоров. То есть ты крупный, но в то же время физика начинает в течение некоторого времени страдать. Вегетарианство. Ты физически начинаешь чуть-чуть просаживаться. Опять же, в каком смысле? Ты начинаешь худеть просто-напросто. Химически начинаешь очищаться, но период восстановления достаточно длительное время происходит. Эмоционально начинаешь заряжаться, то есть раздражительность появляется редко. Ну, какая
не редкое, а резкое может появиться и также длительно восстанавливаться. Энергетически прям наполняешься очень хорошо, то есть просыпаешься, можешь среди ночи и понимать, какие органы у тебя начинают работать лучше. Так, что касается веганства. Физически огромная выносливость, не силовая, а именно циклическая. Химически выравниваются очень многие гормональные показатели. Эмоционально человеку нужно быть к этому подготовлен. Он очень сильно ментально рад, то есть счастлив, но при этом может крышей поехать. Энергетически достаточно заряжен. То есть сыроеды физически выглядят больными, но при этом счастливы. Химически практически никаких проблем с гормоналкой нет. Опять же, если это осознанный подход. Эмоционально очень нужно контролировать себя в этом моменте, потому что если ты к этому подошел, опять же, можешь перестроиться, и, допустим, эмоционалка твоя берет энергию уже с других слоев ресурсов, и ты за счет того, что, допустим, химически силен, эмоционально можешь быть раздражен. И наоборот, то есть эмоции могут шкалить здесь чересчур, поэтому нужно их контролировать. Энергетически ты светишься. Ну вот примерно резюмешка о том, какие моменты могут быть. Пока вопросы в комментариях задавайте. То есть подскажу коротко, да, сейчас подсказки выйдут одна за другой. То есть что касается именно больше эмоционального здоровья, то есть вот у меня такая распространенная практика, это как скорая помощь сейчас в одном из уголков, подсказочка вылезет, о том, как скорректировать свои эмоции, как можно немножко подрулить свое состояние именно эмоциональное, чтобы как бы быть более-менее в координированном состоянии. Вот. Так, я пока вопросики прочитаю. Что там есть? Масло. Вы приземляете за счет молока и сырных продуктов, то есть в общем смысле вы держите таким образом баланс. Ну, я, допустим, да. То есть если я чувствую, что мне нужно каких-то более приземистых дел делать, то или, допустим, я понимаю, что работая в тонком плане, мне иногда в избытке. Как бы организм не сам говорит, я иду просто поем. Говорю, я просто ем. Вот в основном в период рабочего дня я не ем ничего. То есть мне там много приходится и в тонком плане возиться, и в физике. То есть мне выносливость нужна. Вот. И если я не ем, мне намного лучше себя чувствовать. Так, слышал, что веганы сильно худеют. Это правда или нет? Да, конечно. То есть они достаточно сильно худеют. Но эта худоба, она их оправдывает, то есть им нужно это, то есть как раз-таки ты есть то, что ты ешь, и вот когда ты ешь осознанно то, что ты ешь, то есть твоя худоба, она тебе идет, а ты просто стал дрыщом и до сих думаешь, что ты раком заболел. Так, а как интервальное голодание в вегетарианстве легко сочетать? Ну, смотрите, интервальное голодание это, ну вот я ее называю оразой, да, то есть у мусульман это вот 16/8. В принципе, кто хочет так или иначе себя немножко подкорректировать в питании, можно делать следующее. Вот я люблю аюрведические темы на этот повод, на этот вопрос. То есть аюрведа на эти вопросы отвечает очень хорошо. Достаточно определить свой тип доши. Можете просто сейчас забить в гугле, где-то поискать, определить тип доши и найти свою собственную дошу, то есть сочетание твоих стихий. Вот. И от этого уже найти информацию, как строить свой режим питания. Так вот, если в тебе преобладает больше стихии земли и воды, то желательно как раз-таки интервалить раз в неделю или даже делать голодание раз в неделю. То есть сменить режим питания. Вот от всеядения перейти к вегетарианству. Если вы вегетарианец, от вегетарианства перейти к веганству. Если вы веган, от веганства перейти к сыроедению. Если вы даже сыроед, вы можете поголодать. Если вы вообще крутой, вы просто можете сделать, так скажем, разгрузочный день. Вы всеяд, но раз в неделю делаете разгрузочный день. Вот это у кого преобладает стихия земли и воды. У кого преобладает стихия огня и воды, тот делает раз в 2 недели голодание. Либо голодание, либо смена режима питания. Или же, если вы по стихии больше преобладает у вас ветер и эфир, как я говорил, когда люди перестают больше есть, у них начинает как бы суетиться много энергии в теле. То есть таким образом они должны просто-напросто отойти от режима питания своего раз в месяц. И они очень будут комфортно себя чувствовать. Вот примерно так про интервальное голодание.
Вот насчет яиц, да. Это вот. Листья не так соединяются с природой. На природе животные едят разные продукты, с чем не соединяются, не является психическим отклонением. Ну, опять же, как к этому человек относится? Если у него нету, грубо говоря, обоснования, зачем он ест отмершие листья, то и он на вас фырчит, рычит и кусается, да, то это психическое отклонение. Психическое отклонение – это когда человек не соответствует своим внутренним каким-то параметрам и внешним. То есть ты к нему подошел и спросил: слушай, а почему ты ешь опавшие листья? Если он не может тебя на это, то значит, у него действительно, возможно, чуть-чуть крыша поехала. А если он обосновывает, зачем он это ест, то ты понимаешь это, то навряд ли это психическое отклонение. Вот. То есть психическое отклонение, опять же, оно может быть двух, да, происхождений. Первое – это нанесное, когда тебя кто-то психически отклонил. То есть, когда, грубо говоря, ты одержимым стал, то есть тебя бес вселился, да, грубо говоря, то есть ты стал не ты. Вот. Ты не ты, когда голоден и когда ешь опавшие листья, да. Вот в таком случае это есть первый вариант психического отклонения. А второй, когда человек, опять же, осознанно к этому пришел, но не справился со своим состоянием, и избыток его мыслей и потоки, опять же, создали платформу для того, чтобы в тебя кто-то подселился. Вот и все. То есть либо просто, грубо говоря, тебя заколдовали, кто-то извне, то есть социум, грубо говоря, повлиял на тебя таким образом. Либо ты сам создал условия для того, чтобы тебя заколдовали. То есть это есть психическое отклонение. Если человек ест опавшие листья, но при этом вреда никому не наносит, он осознает именно то, что все живое есть на свете, и я просто не имею права навредить этому растению и этому арбузу, то я лучше буду есть опавшие листья. Вот. И если он так к этому подходит, то навряд ли это психическое отклонение. Это, скорее всего, человек намного эволюционно выше, чем мы, кто ест хлеб с маслом. Мне, например, капуста в сыром виде не идет, тяжело на желудок. Ну вот и все, то есть, значит, не ваш продукт. Значит, это не ваш продукт. И я тоже иногда вижу некоторые энергии и не палюсь. Но это хорошо. Кто спалился, тот того в новостях покажет по РЕН-ТВ. Если увижу такого, дам ему сникерс. Да, обязательно. Сникерс с опавшими листьями ему очень вкусно зайдет. Так что давайте коротко. Эфир я рассказал. То есть это примерно о режимах питания. Если все понравилось, большие пальцы вверх. Поделитесь, пожалуйста, этим эфиром. Также на моем канале других много полезных всяких видео, которые можно посмотреть, почитать, попробовать, то есть на себе отработать. Также плейлист с медитациями сейчас в каком-то из углов выйдет. И помедитируйте, поработайте со своими энергиями, то есть покопайтесь в себе, попробуйте сменить режим питания. Если дополнительные какие-то вопросы есть по этому, напишите в комментах. Обязательно подскажу, расскажу, что-нибудь растолкую, возможно, индивидуально что-то подскажу. Вот как-то так. Поэтому рад был делиться с вами этой информацией. Пользуйтесь.